Здравствуйте! В этом видео я еще раз коснусь извечного спора по поводу того, каким мясом лучше кормить собаку – сырым или вареным. И на этом примере объясню, какие правила нужно брать за руководство при принятии решений в спорных вопросах. В своем видео под названием «Не кормите собак сырым мясом» в качестве безопасной альтернативы я предложил использовать вареное мясо. При этом я привел всевозможные аргументы, каждый из которых был обоснован научными данными и опытом ветеринарии и кинологии. Тем не менее, это было воспринято в штыки приверженцами кормления сырым мясом, но вместо того, чтобы здраво обосновать свою позицию, в ход пошли только лишь нелепые объяснения, которые сводились к тому, что какие-то владельцы кормят своих собак сырым мясом по 10 лет и не заметили никаких плохих последствий. Но по такой же аналогии найдутся те, кто скажет, что они не пристегивают ремень безопасности при езде за рулем автомобиля, и за 10 лет ничего страшного не произошло. Каждый понимает, что это не аргумент, а глупость человеческая, которая сходит с рук до поры до времени. Ведь в таком случае пренебрегается безопасность, а именно она и являлась основным посылом предыдущего видео. И если взять из него любое утверждение и попробовать опровергнуть с научной точки зрения, то сделать это будет невозможно. Поэтому и пошли в ход нелепые объяснения. Было много комментариев от тех, кого смутило утверждение, что собака по типу питания ближе к человеку, а не к волку. Но если вы вникнете в этот вопрос, то узнаете, что основное доказательство этому было сформировано группой шведских ученых университета из города Упсала. Это исследование было направлено на сравнение ДНК волков и собак, и по его результатам был сделан вывод, что собаку нельзя считать хищником в чистом виде. Ее пищеварительная система адаптировалась к человеческому питанию, в то время как волки остались хищниками в чистом виде. В зависимости от целей эксперимента, количество исследуемых волков порой достигало более 200 особей и более 100 собак разных пород. Также в исследованиях принимали участие и гибриды волка и собаки. Я вам рекомендую ознакомиться с исследованиями этого университета. Уверяю вас, вы не пожалеете то время, которое потратите на изучение этих работ. Но не только ученые Швеции занимались исследованиями в этом направлении. Археологи Барселонского университета на основе многочисленных раскопок с применением современных технологий доказали, что собаки стали всеядными еще в древности. Следующий момент. Под моим видео был оставлен очень интересный комментарий, в котором говорится, что Валерьян Никитич Зубко, автор многих книг о служебном собаководстве, писал о том, что сырое мясо является наиболее полезным продуктом в питании собаки. И с этим глупо спорить, ведь Зубко обладал огромным опытом в кинологии и руководил военно-ветеринарной службой и службой собак пограничных войск. Но тут возникает закономерный вопрос. Почему этот заслуженный кинолог не повлиял на то, чтобы в пограничных войсках собак перевели на питание сырым мясом? Ведь для этого в 1970-х годах хватило бы одного его приказа. Но тем не менее, во времена его командования в рационе собак использовалось только вареное мясо. Почему? Ведь кроме всего прочего, организовать кормление сырым мясом гораздо проще, чем вареным. Ответ очень простой. Зубко не мог взять на себя ответственность, понимая, какие последствия могут быть от кормления сырым мясом. Понимаете, в чем суть? Никто не спорит с тем, что сырое мясо для собаки полезнее, вкуснее и тому подобное. Но все его вместе взятые преимущества превращаются в ноль, когда речь идет о безопасности. И если присутствует даже минимальная доля вероятности, что сырое мясо может стать источником заражения паразитами и прочей гадостью, то профессионалы его вычеркивают из рациона собаки раз и навсегда. Ввиду этого во всех родах войск, где была кинологическая служба, мясо, которое использовали в рационе собак, в обязательном порядке проходило длительную термообработку, потому что в армии собака должна качественно нести службу, а для этого прежде всего ей нужно создать безопасное содержание. Именно поэтому в своих видео я делаю акцент на том,
что в спорных моментах всегда нужно идти по более безопасному пути. При этом для принятия правильного решения нужно брать во внимание только неопровержимые аргументы. Прежде всего, это научные данные, а также предыдущий опыт, основанный на практике. А далее, опираясь на здравый смысл, ответ на любой вопрос придет сам по себе. Давайте сейчас вместе разберем этот принцип и в качестве примера найдем ответ на один очень часто задаваемый вопрос. Можно ли кормить собаку перед прогулкой? Если мы рассмотрим, что говорит наука по этому поводу, то убедимся в том, что кормление перед прогулкой может стать причиной заворота желудка. Далее рассмотрим, что подчеркивает предыдущий опыт, основанный на практике. Если вы зададите этот вопрос любому ветеринарному врачу, то он вам ответит однозначно, что в практике ветеринарии было огромное количество случаев, когда причиной заворота желудка являлось кормление перед прогулкой. И такое может случиться с любой собакой, вне зависимости от породы или от степени предрасположенности к этой беде. Аналогичный ответ даст и любой грамотный кинолог. Ну а дальше все понятно. Учитывая все за и против, любой здравомыслящий человек поймет, что нет ни единого разумного объяснения тому, чтобы кормить собаку перед прогулкой. Ведь даже чисто логически, любому из нас некомфортно бегать, прыгать или плавать на полный желудок. И собака в этом не исключение. А теперь представьте, что изучая вопросы по содержанию собаки, вы столкнулись со многими противоречивыми моментами. Но принимая решение, вы всегда склоняетесь в сторону безопасности и отказываетесь использовать в рационе сырое мясо, не кормите собаку перед прогулкой. Также вы убираете и сухой корм, руководствуясь тем, что его употребление может стать источником разных болезней. Далее вы вводите правила осмотра вашей собаки после каждой прогулки на наличие клещей, даже несмотря на то, что постоянно делаете соответствующую профилактику. И по такой аналогии, кроме всего перечисленного, вы принимаете безопасное решение еще в 20 подобных случаях. Представляете, сколько потенциальных проблем вы убили на корню? Понимаете, к чему я вас призываю? В принятии любого решения всегда руководствуйтесь народной мудростью. Не буди лихо, пока оно тихо. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч.